Заканчивается лето, оно, как всегда, было коротким. Идем в сторону перевала Коскобас. Идем по ущелью Коскобас, Волчья гора. Изначально мы планировали пойти по этому же маршруту частично, Каргалинское ущелье, побродить там до самых верховьев, сходить на озера Теплофизиков, потом спуститься по Аксайскому ущелью почти до конца и через ущелье Каспансай уйти к плотине Каргалинского ущелья. Но обстоятельства так сложились, что пришлось укоротить маршрут. Ничего страшного. В результате у нас вышла такая нитка маршрута. Из проходного ущелья свернули в ущелье Коскобас, поднялись на перевал Коскобас, спустились на лунную поляну в Каргалинском ущелье и выше границы леса встали на ночевку. На следующий день перешли речку Каргалинку вброд, поднялись на перевал Дорожный и по гребню спустились до плотины в Каргалинском ущелье. Оттуда на такси уехали в город. Прошли забор. Это для того, чтобы скот не уходил. Чабаны ставят. Здесь есть калитка. Не забудьте закрыть обратно за собой. Идем дальше по ущелью Коскобас. Впереди уже виден перевал Коскобас. Прошли 3 километра. Набрали 500 метров высоты. Там стартовали с 1500, здесь 2000 с небольшим. Здесь обязательно надо будет набрать водички. Дальше воды не будет до Каргалинского ущелья. Здесь родник, трубка. На заднем плане гора Волчья. Поднимаемся по очень-очень крутому подъему на перевал Коскобас. По ущелью Коскобас. Еще метров, наверное, 250 высоты осталось набрать и меньше километра. Его не видно, но он примерно там. Перевал Коскобас. Перевал Коскобас, а налево пошла тропа на гору Коскобас. Перевал Коскобас, расстояние около 5 километров, высота 2579, 2550 на карте. Ну, скажем так, это один из путей в Каргалинское ущелье. Это гора Акжар, перевал. Справа от нее перевал Дорожный. Мы завтра через него будем возвращаться по Каргалинскому ущелью. А внизу там лунная поляна. Внизу Каргалинского ущелья слышен шум речки Каргалинка. Начинаем спуск с перевала. Сейчас здесь сделаем петлю и выйдем на то понижение, на тот гребешок. И там уже будет крутой спуск Каргалинского ущелья. Вообще тропа такая подзаросшая. Ну, мало кто выбирает этот путь Каргалинского ущелья. Перевал Коскобас. Спустились на седловинку, и теперь начинается очень крутой спуск Каргалинского ущелья. Пик Каргалинский, перевал Близнецы, пик Каменский. На спуске с Коскобаса тропа подзаросшая.
но зато удобная. Вьется серпантином. Сейчас спустимся вниз, там будет ручей. Потом будем подниматься на лунную поляну. Впереди лунная поляна. Там где-то на ее верхнем краю, наверное, пообедаем. И двинем дальше в Верховье. Вверх по Каргалинскому ущелью. Ну, не в Верховье, скажем так. Уже хорошо спустились с этого гребешка. Это не перевал, это за перевалом гребешок. Сейчас пасемся в малиннике. Мишку, я надеюсь, если здесь и был, мы его спугнули. Здесь, видимо, останавливались выживальщики какие-то под тентом из полиэтиленовой пленки. А что, тоже можно летом? Но давно уже никого нет. Сапог резиновый висит. Внизу Каргалинка. Спускаемся на дно ущелья. Нашли тропу хорошую, совсем не там, где на треке нарисовано. Там не стали спускаться в этот лог. Там очень круто. Мы дошли до тропинку, почти до слияния. Она почти у слияния этого ручья и речки Каргалинки. Чуть выше по этому ручью есть красивый водопад. Какая чистая и спокойная для горной реки Каргалинка сегодня. А 9 лет назад я был здесь в день, когда сошел сель. Вот такая она была. Коричневая, бушующая. Эти все камни принес сель. Ну и упали, вызванные оползнем. Спустились к замечательному ручью. Он справа впадает в Каргалинку. И сейчас запасемся водичкой и на лунной поляне сделаем обед. А здесь я недалеко совсем, помню, ночевал. Ну, вынужденная ночевка была. Сейчас перейдем ручей. Прям за ручьем здесь есть тропа наверх. Не надо сильно резко, круто забираться наверх, чем там. То есть довольно-таки все полого. Все по тропам. Поднялись в этом месте на самой северной оконечности лунной поляны. Думал, будет не так круто, как когда я ходил много лет назад. Но оказалось тоже круто. И прошли лишнее расстояние. Там перевал Беркутас, вот так спустились, и вот так, и вот так вот пришли. Не думаю, что это прямо оптимально, мы отклонились от трека, шли по-своему. Это лунная поляна начинается, красивое место. Планировали пораньше, конечно, здесь оказаться, но как вышло, так вышло. Тяжелый этот участок спуска. Вон там водопад, стекающий со склонов Каменского пика. Вот отсюда, с лунной поляны, хорошо виден перевал Коскобас. Да, все-таки это не самый лучший и легкий путь в Каргалинское ущелье. Не знаю, 9 лет назад ходил, мне показалось нетрудно. Сегодня трудно. Хотя мы спускались. Да и поднимались тоже что-то не так, как я раньше поднимался и спускался. Прошли 12 километров и в намеченном месте остановились на стоянку. Располагаемся. Очень устали. Все-таки этот, как я уже говорил, не лучший путь. Перевал Коскобас, Каргалинское ущелье. Не знаю, виден или нет, пик Каровый. Тоже верховье Каргалинского ущелья. Ира воды принесла. Да. Сколько литров? 7 и 10 литров. Ну, это с лихвой нам. Да.
Вот она сильная. Но мы далеко от реки. Там на том берегу юрта. Зато здесь не холодно. Да, здесь будет тепло, юрта, гора Акжар и перевал дорожный. Завтра утром пораньше встанем, вброд перейдем к Каргалинку и пойдем уже по Каргалинскому гребню назад. Там мы ни разу не ходили, попробуем. Четыре часа утра. Ночь была не холодная. В 4 утра была температура 3 градуса за бортом. В палатке около 10. Сейчас в тамбуре кипятим воду. И одновременно собираемся. Завтракаем. Поели вкусную кашу. Пшено-гречневую. Пшено-гречневую? Да, Пшено-ржаную. гречневую. Пшено-гречневую. Очень вкусно. Здесь вот в верхнем углу фотка ее. Сейчас пьем кофе Карте-Нуар с бутерами, с сыром и с ушками. сгущенкой. Да, со сгущенкой и с сыром. Вот так у нас в палатке. Просторно на сверхшироком угле. Уходим. Я вчера пик, который прямо по курсу назвал Каровый. Нет, это Гагарина. А слева виден гигант. Это Юкон. Идем к Каргалинке. Будем сейчас переправляться через нее вброд. Прохладненько. 7 градусов пока всего. Будет холодно переходить. Юрта, кстати, заброшена. У нее крыши нету. Гора Акжар во всей красе утренней и перевал дорожный. Скоро мы на него зайдем. Можно сказать, у нас поход с 2 перевалами некатегорийными. Каскабас и дорожный. Дорожный, по-моему, 2870. Каскабас 2550. 2550, 2570. Заброшенная юрта. Кругом мусор. Видимо, современным чебанам уже нет необходимости торчать здесь все лето. Посмотрим, что внутри. Видимо, скот выгоняют на вольный выпас и наездами здесь бывают. О, юрта. Да, каркас настоящий, каркас металлический, не оригинальный. Что тут есть? Печка есть, курпешки, столик. Да, все, шанурак металлический, не оригинальный, деревянный. Кабель питания, значит, генератор был. Газ, ну, жить можно было. Пойдем дальше. Горы в Каргалинском ущелье, сложенные из такой вот белой породы.
Она, кажется, мягкая такая. Вон как. Поэтому они имеют вид такой приглаженный. Вот как здесь, да? Кажется, гладкие на расстоянии. Они вот такие шершавые, сыпучие. Идем на перевал дорожный. Прямо здесь, можно сказать, Актас. Белые камни. Вон он наш Коскобас. Тормознул нас сильно вчера. Отсюда кажется такой. Не кажется он таким простым. Очень крутой, да. Но крутизна это ерунда. Там внизу неприятно. Это пересечение этого ручья. Для машин, конечно, эта дорога непроходимая. Только для эндуристов. Размытая. Двух колей тут не будет. Это выход на перевал дорожный. Актасы. Да, самые настоящие белые камни. Здесь табличка стоит. Не такой уж и низкий, как Бутаковский. О, ну да, настоящий перевал. Красота какая. О, равнина. Каргалинское ущелье, юрта, верховья его уже видны, пик-гигант, Гагарина, место нашей ночевки. Здесь красивые такие образования, скальные, гладкие, вымытые, выветренные. А наш путь по этому гребню около 10 километров до плотины. Вверх-вниз, но в основном вниз, конечно. Само Каргалинское ущелье здесь под ним, под этим гребнем. Но он сейчас совсем труднопроходимое после селя. Все там посмывало, тропу, мосты. Так, с высотой перевала я ошибся. Не 2,870, а 2,780. До плотины Каргалы 9,8 километров. А до горы Акжар 360 метров. А на какой высоты? 2,900 высотой. Все, идем вниз. Спускаемся с перевала дорожный. И здесь налево дорога в Аксайское ущелье. А это начинается ущелье Каспансай. Вот здесь уже нужны пропуска. Здесь не так далеко Аксайское ущелье. Самый короткий путь на Аксайские озера. Но эндуристы тут, я смотрю, вовсю мотаются. Разрушители троп, распугиватели диких животных. Мы идем дальше по гребню. Кстати, сегодня ночью встал с фонариком. Стою в метрах 100, таких где-то пар 6-8 светящихся глаз. Сразу мысль: волки. Покричал, похлопал в ладоши. Они что-то сильно так и не разбегались, так двинулись только. Ну, думаю, наверное, это все-таки кони. Волки бы, наверное, как-то по-другому среагировали. Да конь. Здесь интересный ракурс. На Баб. Видно, что северная вершина самая высокая, а поставили, кажется, на самой южной. Указатель. На самом деле, то не вершина пика Большого Матински. Не знаю, для чего так сделали. Может, это гиды попросили, чтобы далеко не водить людей. Может быть, чтобы меньше гробились. Также вон молодежку видно. Комсомола так хорошо выделяется. Красиво. В дымке, правда, все. Против солнца. Короткое живописное ущелье Каспансай. И вдали видно Аксайское ущелье.
И ниже в 2-2,5 км там кордон. Там не пустят, там нужен пропуск. И не знаю, правда, если сверху идти, наверное, тоже могут попытаться развести. Именно там была знаменитая эта печально известная резня Аксайская. На крутом спуске, подъеме, очень сильно разбитая тропа нашими друзьями-эндуристами. Я их, конечно, понимаю, это круто, но все-таки тропу эту сделали не они, а протоптали пешие туристы, чабаны, дикие животные. Я слышал, вроде им запрещено въезжать на территорию нацпарка. Лазейки всегда найдутся. Волчья гора. Тропа идет по волнистому гребню. Вверх-вниз, вверх-вниз. Так что тут быстро не получается сильно. Какой крутой спуск с этой горы. Пошли эту горку. Тропа обходит ее слева. Указатель. Да, Акжар-Тау. 2,5 км до плотины. 7,5 км. Мало прошли. Пики-близнецы Каргалинский, Каменский. Под Каменским мы стояли. Юкон. Гора Акжар. И слева от нее перевал. Очень слабо пока теряем высоту. Вверх, вниз, вверх. Ну и зной такой довольно-таки изнурительно. Но сейчас последуют очень крутые спуски. Как говорится, за все надо платить. Впереди возвышенность на гребне, которая имеет свое имя собственное. Пик Хлас. 2232 метра, кажется. Ну, совсем не пик, конечно. Почему на карте так обозначают? Ну, это гора, холм, сопка. Пик — это все-таки остроконечная гора. И таких названий у нас много в горах. Плоская вершина все равно пик. Так и этот. Это гора. Почему она имеет имя свое, не знаю. Тут многие есть и повыше. Вдали показалась плотина, но идти еще далеко. Под нами чье-то поместье с бассейном. Дорога туда ведет. Поле у них красивое для гольфа, по-моему. Не бедные люди, сразу видно. Здесь все бы ничего, был бы обычный нормальный спуск по нормальной тропе. Но сейчас она крайне-крайне разбита. Как я уже говорил, нашими друзьями, в кавычках, эндуристами. Разбитая тропа. Очень неудобно спускаться. Очень красивая долина внизу. Такая плоская, заросшая лиственными деревьями. И все это, видимо, принадлежит. Похоже, это гольф-клуб. Видимо, они эту всю территорию контролируют. Красиво. Да, сколько они там деревьев тоже вырубили, извели. Продолжаем спуск. Такой изнурительный. Хорошо солнце за тучками. Волчья гора. Под ней Каргалинское ущелье. Труднопроходимое. Пики-близнецы. Это гора Эклас. Ну, теперь понятно, почему она имеет собственное имя, так как она первая здесь на пути стоит, как преграда. И значение тоже, наверное, правильное. Усердие, старание. Только кто проявит усердие и старание, поднимется на нее. Это идем уже по таким
низкогорным прилавкам. Жарко. Здесь, если пойдете вдруг, воды запасайтесь прямо литра по 2, даже 3 на человека. У нас получилось по 2,5 литра. Ну, хватит, но впритык. Особенно в жаркую погоду. Гребень безводный. Вышли к плотине. Прошли всего сегодня 12 километров примерно. Всего за 2 дня 24. Ну, что сказать по маршруту. Такой специфический. Хотели, конечно, пойти более длинную подкову через Каргалинский низкий, Теплофизиков, Ксайское ущелье, Каспанца и сюда выйти. Но так сложились обстоятельства, что пришлось идти вот так, по такому короткому более маршруту. Да, как я сказал, специфически. Не очень понравился вот этот спуск. Длинный по разбитой тропе, по низкогорьям. Могу ли я рекомендовать? Смотрите сами. Но нам, в принципе, понравилось. Ночевали в отличном месте, уже ближе к высокогорьям. Тихая, ветрозащищенная. Класс. Все понравилось, все хорошо. Сейчас будем заказывать такси. В районе плотины есть интернет. Быстро заказали такси и уехали домой. Если поедете на своей машине, удобно ехать вверх по Наваи, потом завернуть направо на ЗС Алатау и через дачи Алма доехать до плотины.